Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я выпекаю мега шоколадный пирог, также коржи для последующего торта, без яиц, без молока, совершенно постный, веганский, но очень-очень вкусный, с очень богатым и насыщенным шоколадным вкусом. Итак, что же мне для этого понадобится? Здесь я буду выпекать двойную порцию, я буду выпекать 2 коржа. Озвучивать я буду на 1 корж, и в описании под видео я напишу как на 1, так и на 2 коржа 20 сантиметров в диаметре. 420 грамм воды, 175 грамм муки, 150 грамм сахара, 65 грамм какао, порошок неалкализованный какао у меня здесь, пакетик ванильного сахара, 100 грамм подсолнечного масла без запаха, пакетик разрыхлителя, здесь у меня будет 8 грамм разрыхлителя на 1 порцию и щепотка соли. Какао и муку я обязательно смешиваю вместе, и туда же я добавляю разрыхлитель. Ванильный сахар я добавляю к сахару и соли, и разрыхлитель я ввожу в муку и какао. Сделать это нужно обязательно, и я перемешаю сейчас все это венчиком до однородности, а потом просею. Потому что корж у нас будет мега шоколадный, и чтобы не было белых вот этих вкраплений, потом некрасивых. Теперь я беру сито, и в воду я просеиваю всю сухую смесь. Делаю это я обязательно, потому что какао комкуется, и как бы мы его не готовили, все равно будут комочки. Обязательно нужно просеять. Это делается все очень быстро. Теперь я все это перемешиваю венчиком, ввожу туда сахар, ванильный сахар и щепотку соли. И также все это просто в воде перемешиваю. Здесь, повторяюсь, у меня двойная порция. Озвучиваю я вам на 1 порцию, на 1 форму 20 сантиметров в диаметре. Вы же можете и двойную порцию делать, и даже двойная, смотрите, порция замешивается обычным венчиком. Нам здесь абсолютно не понадобится никакой миксер. И под конец я ввожу туда подсолнечное масло. 100 грамм на 1 порцию. На 2 порции 200 грамм. Без запаха масла. Все это опять перемешиваю. Духовка у меня уже разогрета на 160 градусов Цельсия. Верх-низ без конвекции. Формы я буду в 2 формах выпекать, потому что здесь я замес делала тесто именно на 2 формы. В 2 формах застелила я их фольгой. Я советую лучше брать, конечно, форму с дном, потому что тесто очень-очень жидкое. Но не нужно здесь убавлять жидкости, иначе сам вот этот корж не будет таким влажным потом. Вот здесь вот именно его текстура этого коржа очень такая нежная и мягкая. Ни в одном постном корже я не встречала. Я очень много в своей жизни уже выпекала именно постных десертов, веганских, но таких вот нежных я не встречала. 45 минут у меня прошло до сухой палочки. Деревянная палочка выходит сухая и чистая. Режим верх-низ без конвекции, 160 градусов выпекались. Немножко постояли они у меня на решетках. Очень хорошо отходит от них форма, даже я не проходила ножом. Такая нежная и мягкая структура. Вот то, что вот эти вот легкие трещинки у него, они все абсолютно мягкие. Он не сухой сверху. Как правило, на всех веганских постных тортах, коржах всегда вот такое присутствует, потому что без яиц печем. Переворачиваем вот так вот на решетку, вниз подкладываем обязательно или подложку, или доску и убираем всю фольгу. Он еще горячий у меня корж, это видно, фольга отходит превосходно, нигде не подгорел. То же самое делаю со 2 коржом. Здесь я растапливаю шоколад горький и добавляю туда подсолнечное масло. На 1 такой корж нужно будет на 120 грамм горького шоколада добавить 2 столовых ложки подсолнечного масла без запаха. Все это размешиваем, просто чтобы полить наш пирог. Видите, очень влажный, очень сочный. Его даже видно так вот невооруженным взглядом. Потому что, как правило, у постных, у веганских вот этих коржей шоколадных есть проблема то, что они сильно крошатся. И этот не крошится. Я сейчас буду нарезать в конце видео при вас. Поливаю глазурью. Он еще горячий у меня, по сути, корж. Лучше дать ему, конечно, остыть очень сильно, чтобы глазурь быстрее схватывалась. Глазурь это будет очень хорошо нарезаться, потому что мы добавили в нее
уже подсолнечное масло. Видите, он очень хорошо перенесся вот с большой подложки на более маленькую, вот с помощью двух таких шпателей. И без проблем, то есть он держит очень хорошо форму. Второй корж, который я выпекла во второй форме, я хочу сейчас при вас разрезать именно кондитерской струной. Вы посмотрите, насколько ровно и идеально он нарезается буквально в горячем виде. То есть он очень хорошо подходит именно для сборки постных тортов, веганских, и для тех, кто очень любит шоколадные десерты. Посмотрите, какой срез, идеально ровный, он весь абсолютно пропеченный, из него идет пар, он абсолютно пропекся, и он очень горячий у меня еще. Но лучше, конечно, нарезать холодным. Это я просто для видео вам показываю, что даже таким горячим он нарезается идеально без крошек. Что для постных веганских коржей это просто находка. И очень-очень сочный и вкусный. Вот такие два коржа у меня получились, небольшая еще шапочка. И в следующем видео я буду собирать абсолютно постный веганский торт. Потому что очень многие меня просят это сделать. Сейчас я украшу, я покажу, как из апельсинов можно такое очень быстрое украшение сделать именно постному десерту. На 3/4 надрезаем тонко. И второй разрез делаем, уже полностью срезаем вот эту кружочек. Вот такой кармашек у нас получается. И до середины делаем разрез. В разные стороны вот так разворачиваем и серединку раскрываем. И получается у нас вот такой вот парус. Очень красивый из апельсина. Также можно и с лимоном сделать. Просто, может быть, кто не знает, очень быстрое и очень эффектное украшение именно для постных десертов. Также можно и любые обычные десерты украсить, потому что здесь нет ни молока, ни яиц, естественно, во фруктах. И также делаем со вторым и с последующими. Кто просто вот, может быть, не знает, как это сделать, делается это буквально за полминуты. Итак, потом я хочу еще украсить шоколадной крошкой. Для этого я беру шоколад обычный, горький, твердый шоколад. Здесь у меня 60% какао. Нарезаю просто ножом вот такой соломкой. Она всегда очень эффектно смотрится на всех шоколадных десертах. Делается это очень-очень быстро и очень-очень просто. Обычным ножом я как бы соскабливаю. Вы также можете делать это теркой. И посыпаю потом мой тортик. Просто как такой стружкой по бокам я также ее посыпаю. Сейчас я хочу разрезать мой тортик при вас, чтобы вы посмотрели. Торт еще теплый, по сути. Просто я хочу вот в видео показать. Вот так он смотрится. Он очень хорошо транспортируется. Он не крошится. Глазурь лучше, конечно, поставить в холодильник на некоторое время, чтобы она еще лучше застыла. Нарезается эта глазурь очень хорошо, потому что мы добавили в нее подсолнечное масло. Шоколад у меня 60% какао. Такой достаточно горький шоколад. Посмотрите, как он хорошо нарезается. Он мега шоколадный. Я бы сказала, что он шоколаднее, чем брауни. Вот этот тортик получается. Он абсолютно полностью пропечен, но на вкус такое впечатление, что он уже с кремом. Вот этот бисквит, хотя мы пекли его на воде. Не нужно убавлять здесь количество воды и не нужно убавлять количество какао. Вот именно этот... Он очень шоколадный. Видите, палочка абсолютно сухая и чистая из него выходит. Просто забыла показать там в начале, когда я только что из духовки достала. Теперь хочу нарезать уже на кусочки при вас, чтобы вы посмотрели, как идеально он нарезается. Потому что, еще раз повторю, что для постных десертов это большая проблема. Зачастую бывает именно хорошо их нарезать без крошек. Этот же, видите, и разламывается, как упругий очень корж. Абсолютно пропеченный и очень-очень шоколадный. И сейчас разрезаю на мелкие фрагменты. Видите, ни единой крошки нет. Никакой каши в нем нет. То есть он нарезается очень четко, этот корж. И, конечно же, порадует всех ценителей шоколада. И очень-очень бюджетный, что надо сказать. Мне кажется, уже бюджетнее некуда. И вот такие вот кусочки получаются. Их видно, что они очень сочные и очень-очень шоколадные. Надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.